Всем привет! Добро пожаловать на мой YouTube канал. Это мое первое YouTube видео. Для тех, кто меня не знает, я немножечко представлюсь. Меня зовут Маша, я digital artist. Порядка 9 лет я рисую, и около 7 лет я работаю в мобильной разработке как 2D художник. Я сделала этот канал для того, чтобы поделиться с вами каким-то своим опытом работы в геймдеве, делиться какими-то арт-штуками, психологическими какими-то аспектами бытия художника и вообще, в принципе, рассказывать о своей жизни. Поэтому, если вы меня поддержите, подпишитесь на меня, оставите комментарий, подпишитесь на ссылочки, которые я оставлю ниже в описании, я буду очень признательна. И свое первое видео, я долго думала вообще, в принципе, с чего начать. Я долго думала вообще, пыталась созреть для того, чтобы сделать первое видео, и решила, что первое видео я сделаю на просто знакомство. Я немножечко о себе рассказала, немножечко сейчас расскажу о себе больше и о том, как я, в принципе, стала диджитал-артистом и стала работать в мобильной разработке. Я надеюсь, вам понравится это видео. Вот, поддержите меня, пожалуйста, потому что это первое мое видео, и у меня есть англоязычный Инстаграм, у меня есть русскоязычный Телеграм, вы можете туда подписаться. И в Телеграме также есть опросник, где можно задать любой абсолютно вопрос анонимно, и я разбираю эти вопросы в Телеграм-канале. Вот, в принципе, начнем. Рисовать я начала в подростковом возрасте. Это был период школьного возраста, то есть там какие-то предстаршие классы. И потом уже в старших классах я не рисовала, потому что были какие-то экзамены, было не до того, и нужно было еще решать, куда поступать. Если честно, я вообще не понимала, не представляла, что мне нужно в жизни делать, и до сих пор, на самом деле, у меня есть такое ощущение, но об этом потом. В общем-то, в школе я рисовала портреты, я рисовала татуировки, одноклассникам я рисовала татуировки гелевыми ручками, я очень любила рисовать, но потом на какой-то период вообще забыла об этой деятельности. После экзаменов нужно было вообще определяться, да, куда поступать. Я сдавала основные экзамены, это обществознание, русский, математика, и, в принципе, у меня был маленький какой-то выбор, я вообще не понимала, что я хотела. Я изначально хотела на медицинский поступать, но мои родители сказали, что я буду учиться в Калининграде и буду учиться на экономическом, поэтому я пошла на экономический. Там уже спустя где-то 2 года я поняла, что я вообще, в принципе, мне не нравится это направление, ничего интересного в экономике нет для меня, и я стала рисовать где-то на 2-м курсе. И это, опять же, стали портреты. Это были портреты карандашом, я их покажу где-нибудь на видео здесь сбоку. Это были портреты карандашом, я рисовала их очень много, каждый день. После университета я приходила и рисовала. Я рисовала каждый день. Это произошло на 2-м курсе где-то, мне было около 20 лет. И, в общем-то, я рисовала, иногда акварелью рисовала, иногда рисовала мелками, но смысл оставался в том, что я очень любила портреты, и в какой-то момент я начала рисовать в Paint.Tool.SAI. Я стала осваивать эту программу, она была достаточно проста для освоения, очень хороший штрих у нее плавный был, хороший блендинг цветов был, в общем, все круто, замечательно, и я стала там активно рисовать. Я начала брать заказы, но это заказы были очень низкооплачиваемые на портреты в Paint.Tool.SAI, на персонажей каких-то я также брала заказы, то есть я еще плавно подбиралась вообще, в принципе, к персонажке, но я не понимала, что я делаю, я не понимала, я не знала никакого пайплайна, я не знала никакой системы, вообще ничего не понимала, насколько это можно вообще, в принципе, зарабатывать художником. И это для меня была какая-то, то есть чисто как хобби. Арт был для меня как хобби, я не воспринимала его вообще больше никак. И, в принципе, думала так долгое время, пока не наткнулась на интервью с художниками, с разными художниками, которые работают в индустрии, которые работают в мобильной разработке, которые работают над Double, Triple A проектами. И я вдруг поняла, что оказывается, на этом можно заработать. И я такая, типа, чё? Типа, как так? Вообще можно? И оказывается, на этом заработать можно достаточно, хороший объем денег. По крайней мере, я это понимала из интервью. В общем, я старалась учиться, я старалась делать, я в основном училась на стадиках. Я не брала никакие курсы, потому что у меня, в принципе, не было денег на это. Родители не воспринимали вообще это всерьез, а учеба на моем экономическом подбиралась к концу.
И когда она подобралась к концу, я поняла, что у меня была практика на экономике, на моем факультете, практика на предприятии была. И я ходила на предприятие, в общем, это было в Калининграде. Если кто знает, это был Болткран. И я ходила туда и работала в качестве экономиста первое время, а потом как маркетолог. Естественно, я ничего за это не получала, я просто проходила практику. И на последнем курсе, точнее, на последнем курсе их вроде несколько было. В общем, я уже не помню, но я помню, что самая последняя практика, она длилась порядка месяца. И я или 2 недели, или месяц. В общем, я уже не помню. Но для меня это была моя самая долгая практика в жизни, самая просто бесконечная практика, и она была настолько ненавистная. Я до сих пор жалею, что я не сделала, как мои одногруппники, не поставила какие-то, не знаю, ни с кем-то не договорилась и не поставила вот эти вот подписи где-то там просто на предприятии, чтобы не ходить на эту практику и наслаждаться летом. На самом деле это было бы лучшее вложение. В общем-то, я, когда закончила практику, поняла, что я вообще не хочу. Я уже на тот момент щупала портфолио, и я не понимала, еще раз повторюсь, я не понимала, как работает индустрия, вообще не понимала, что нужно делать. И я сделала свое портфолио. Первое, я покажу работы тоже где-то здесь. Это были портреты в основном в Paint.Toolsai. Также я освоила Photoshop. Но я освоила, конечно, на каких-то вот на зачаточном каком-то уровне. Я старалась... Проблема была в фотошопе в том, что нужно было научиться рисовать, потому что у него не было такого сглаживания, как в Paint.Toolsai. У него, в общем, в фотошопе все по-другому. Вообще, в принципе, было в качестве рисования. Я пыталась нащупать какие-то кисти, которые бы мне подходили. Я пыталась вообще, в принципе, нащупать, как с ним работать. И я переходила в Photoshop, потому что я понимала, исходя из этих интервью, которые я слушала с художниками, что это необходимый инструмент, в принципе, для работы. Ну и, в общем-то, я его осваивала. Когда я получила этот диплом, мне поставили перед условиями, мои родители поставили перед условием, что я должна получить магистратуру. Но я уже на тот момент хотела работать, я хотела зарабатывать деньги, потому что, мне на какие-то нужды они были нужны. Я бы не сказала, что там мне семья выделяла какой-то большой объем денег, который бы я могла тратить на себя. Я на себя вообще ничего не тратила, у меня был какой-то там старый телефон, я не знаю, в общем, какие-то... Не было... В общем, я хотела денег. Что я тут оправдываюсь? Она хотела денег, я хотела денег, действительно, я хотела зарабатывать. И я, надев розовые очки, я такая думаю, сейчас я, сделаю портфолио, и меня возьмут везде. Но я не знала, как работает индустрия, да, я не знала, что мои портреты никому нафиг не сдались на самом деле. И стоит также учитывать, что вообще неважно, в какой там стилистике ты рисуешь, если компании это не нужно, то ты можешь бесконечное время искать компанию, которой это нужно. То есть у компании есть свои проекты, свои требования, и, соответственно, в идеале тебе нужно подстраиваться под эти требования. В общем, я ничего не знала, одела розовые очки, сейчас думаю, сейчас найду работу. И действительно, те зарплаты, которые предлагали на рынке для художников, они были выше, там, допустим, если бы я работала экономистом. Вот. Но потом казалось, все не так просто. Да. Не суть. Не суть. Не так важно. В общем, я рассылала резюме. У меня особое резюме, это было такое достаточно короткое, у меня не было никакого опыта, и там были какие-то навыки, такие, знаете, готовность учиться, и как там все говорят, нужно писать, что ты готов учиться. Конечно, я была готова учиться, я хотела войти в эту сферу, потому что я думала, что это прям творчество, что это классно, что все вообще круто, и сейчас еще денег заработаю нормально. На самом деле все происходит не так. И я сейчас также сталкиваюсь с ребятами, у которых есть тоже вот эти розовые очки, и они думают, вот, иконки — это просто, я сейчас
сделаю несколько иконок и сразу, типа, смогу пойти, там, не знаю, в арт-директора. Но на самом деле это не так, да, и так это не работает. И тебе недостаточно сделать 3 иконки, 4 иконки, 5 иконок, 10 иконок, 20 иконок, чтобы пойти и делать эти иконки даже на джуниор позиции, потому что, ну, сейчас, во-первых, выше требования, и, конечно, не все сейчас не так, как раньше, да, все поменялось, все изменилось. Но раньше, конечно, ты мог пройти с портфолио, которое было непрофильным. Непрофильным я имею в виду, что ты мог там пройти на художника по иконкам, при этом не особо разбираясь в этих иконках, но имея портфолио, которое бы показывало твои скиллы, то, как ты работаешь с объемами, то, как ты работаешь там с цветом, да, то, как ты рендеришь и все такое прочее. То есть вообще такое было возможно. И это бы была бы какая-нибудь очень маленькая компания, в принципе, как случилось у меня, очень маленькая студия, там, не знаю, 15 человек условно, там, и тебя берут на там какую-то бигинерскую позицию, чтобы вот ты учился. По сути, у меня так и случилось. Я подавала очень много резюме, очень много заявок, точнее, да, в компании с моим портфолио, с моим резюме, и очень много отказов получала, иногда даже от некоторых компаний в достаточно грубой форме. Ну, я сейчас как бы не буду об этом говорить, но такое тоже было. И это тоже такой фактор маленьких компаний, когда нет, наверное, какой-то корпоративной культуры, такой сильной корпоративной культуры, я бы сказала. Но сейчас не об этом. Я получала много отказов, которые, ну, где-то они меня расстраивали, если они были в грубоватой форме, где-то я просто такая, ну, хорошо, двигаемся дальше. В итоге маленькая студия в Калининграде, они посмотрели мои работы понравились, и мне дали тестовое. И после тестового, которое, естественно, опять же, я не понимала, как это все работает, как это все делать. После тестового у меня было интервью, и меня взяли. Но взяли на самую такую бигинерскую позицию. Я была на испытательном сроке, меня не оформляли на испытательном сроке. То есть вообще, в принципе, то есть мы могли как бы выгнать в любой момент, и трудовой книжки у меня даже не было там первые 3 месяца. Вот, и я училась, я очень много училась, очень пыталась все впитывать, и, конечно же, работала очень много. На самом деле, вот этот период первый, я бы сказала, даже, наверное, первых 2 лет, он очень, как сказать, очень тревожный, очень, ну, очень тяжелый для художника, для начинающего. Поэтому было достаточно тяжело, но я могу сказать, что, допустим, раньше все-таки была как бы трава зеленее, в том плане, что, наверное, было легче пройти на джуниорскую позицию. Сейчас это не так. Сейчас произошло то, что произошло, очень много конкуренции стало, и все как бы в отрасли немножко меняется. Поэтому происходят изменения, соответственно, эти изменения влияют на рынок. И, в общем, получается все то, что получается. Очень большое количество людей, которые хотят попасть на джуниорские позиции, и стало меньше мест на джуниорские позиции, поэтому вот такая ситуация сформировалась, и конкуренция выросла. Так что так, раньше было немножко по-другому. Раньше как раз-таки было больше джуниорских позиций. Вот, поэтому я очень быстро, наверное, рассказала про этот, как бы, скажем так, путь становления, но я могу сразу сказать, что он был сумбурный. Для меня он был сумбурный, я не понимала, что я делала на самом деле. Я двигалась, это сейчас очень много информации, да, об этом, очень много, а тогда можно было какую-то информацию узнать там через какие-то интервью с людьми, которые работали действительно в индустрии, и то они ничего не рассказывают в компаниях, потому что есть NDA, ты мало что можешь сказать, да. Конечно, это было достаточно сложно в том плане, что я вообще как бы не понимала, у меня было какое-то стереотипное мышление, что там ты будешь просто рисовать картинки, которые тебе нравятся, зарабатывать на этом деньги. Все абсолютно не так, это так не работает. И, конечно же, это было какое-то сумбурное решение, исходя из того, что просто
Ну, во-первых, я любила рисовать, я пыталась как-то этим заработать. И я пыталась также заказы брать, я также на фрилансе работала. Также я работала на фрилансе одновременно, пока работала на первой компании, потому что мне не хватало денег. И, конечно, это все было тяжело, и фриланс был тяжелый, и плюс это было на английском языке, а тогда английский язык знала хуже. Ну, в общем, это все было достаточно тяжело, сумбурно, и решение это далось тоже непросто. Ну, как непросто, точнее, я, наоборот, легко его приняла, но я не понимала, куда я иду по факту. То есть я не осознавала вообще, в принципе, куда я иду и что это такое. Вот. И делать выводы только исходя из интервью каких-то художников, которые до конца не рассказывают всей правды, ну, на самом деле было ошибочно. Вот. Поэтому я чуть-чуть рассказала о себе, о том вообще, в принципе, как это произошло. Поэтому, если кому-то понравилось то, что я рассказывала, кому-то понравилось это видео, я надеюсь, есть такие люди, пишите свои комментарии, подписывайтесь, и можете поставить лайк на этом видео, мне будет очень приятно, это будет меня мотивировать вообще, в принципе, продолжать что-то делать. Вот, всем спасибо, всем хорошего времени суток, всем пока!